Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт торта, опять-таки из наших 80-х годов. Очень старый рецепт и очень легкий. Торт называется ириска. Очень многие писали мне и спрашивали про этот рецепт, и наконец-таки я решила его вам испечь. Этот торт когда-то очень любил мой сын, когда он был маленький. В торт не входят орехи, в состав торта не входят орехи, и он получается очень легкий, по вкусу напоминает карамельное мороженое. Попробуйте его испечь, ириска получится бесподобная. И вообще пишите мне, кто помнит этот рецепт, и, может быть, кто-то помнит его в другом варианте. Мне будет очень интересно все ваши мнения. Пишите, будем знакомиться поближе, будем дружить. Ну что, начнем печь, мои дорогие. Сегодня мы начинаем приготовление с теста. Духовку тут же включаем разогреваться на 180 градусов. 6 яиц нам понадобится. Отправляем яйца в большую такую посуду, где мы будем взбивать их. Соль, щепоточка. Начинаем взбивать и добавляем сахарный песок. 200 грамм сахарного песка у меня здесь. Миксер у меня ручной. Этот миксер у меня 600 ватт. И я буду взбивать яйца приблизительно где-то 4-5 минут. Вот до такого состояния нужно взбить яйца с сахаром. И сюда нужно будет добавить нам сегодня кефир, идет в тесто. 1 стакан кефира, 200 миллилитров. Туда я добавляю 1 чайную ложечку соды. Сода у нас уже вступает в реакцию, погасилась, и все это мы вводим в яйца. Перемешиваю еще раз. Добавляю 50 миллилитров, 50 грамм растопленного сливочного масла. Можете, конечно, растопить маргарин. Но самое главное, чтобы масло или маргарин уже был остывший. Ванилин или ванильный сахар. И добавляем в тесто вареную сгущенку. 3 столовые ложки вареной сгущенки у меня банка 390 грамм. И отсюда это будет приблизительно где-то 80 грамм. Я добавляю 80-90 грамм. Перемешиваю хорошенько. И начинаю добавлять муку. 400 грамм муки. Мука у меня уже просеянная, но я все равно ее еще раз просеиваю сегодня. Так тесто получится намного легче. И аккуратненько перемешиваем все это уже венчиком. Добавляю остальную часть муки. И все, тесто у нас готово. Видите, на все это у вас уйдет не больше 10 минут на приготовление теста. Перемешиваем хорошенько. Вот такой консистенции теста получается. Форма 26 сантиметров у меня в диаметре. На дно я застелила бумагу. И сейчас нам нужно будет сюда вылить приблизительно половину теста. Это получится где-то приблизительно 650-700 грамм. Но если у вас получится один корж чуть-чуть толще, а второй чуть-чуть меньше, тоже ничего страшного нету. Но стараемся, чтобы это была половина. Хотя бы приблизительно. Распределяем равномерно тесто. Немножко я его постучу, чтобы шапочка у нас не поднялась. И отправляем выпекаться. Корж у меня выпекался ровно 20 минут. Аккуратненько прохожу ножичком. При температуре 180 градусов я выпекала. Открываю форму. Он у меня еще не совсем остыл, корж. Переворачиваю. Снимаю бумагу аккуратненько. Этот торт вам подойдет на все случаи жизни. А особенно если у кого-то аллергия на орехи, как у моей внучки, этот торт вообще будет палочка-выручалочка. Точно таким же образом выпекаю и второй корж. Вот такой получился и второй корж у нас. Оставляю их немножко, чтобы они остыли, 2 коржа. Пока будут остывать коржи, сделаем сироп. Для сиропа я беру 200 мл теплого молока и добавляю туда 1 столовую ложку вареной сгущенки. И перемешиваю хорошенько. Таким образом у нас получится карамельное молоко для сиропа. Сироп получается очень вкусный такой.
Сироп у нас тоже готов. И займемся кремом. Для крема я беру 500 грамм, 500 миллиграмм сливок. Сливки у меня 30%. И сливки должны быть очень холодные. Добавляю ванилин, можете ванильный сахар или эссенцию ванильную, и начинаю взбивать. Взбиваем сливки вот до таких пиков. И сейчас нам нужно будет оставшуюся сгущенку. Как я вам уже сказала, банка у меня 390 грамм. И всю оставшуюся сгущенку я добавляю уже в сливки. Сахар я в сливки не добавляла. Если у кого-то нету сливок или не могут найти сливки, то прекрасно можно сделать точно такой же крем без сливок, а на сливочном масле. Вареная сгущенка со сливочным маслом. Просто-напросто нужно будет взять уже 1,5 банки вареной сгущенки и 200 грамм сливочного масла. Но это на тот случай, если вы не найдете, если у вас нет сливок или вы просто их не можете достать. Потому что сливки для этого крема нужны 30%, хотя бы, чтобы они взбились. Теперь уже аккуратненько перемешиваю лопаточкой сверху вниз. Миксером я вмешала только вареную сгущенку на самых низких скоростях, на самой низкой скорости. А потом уже продолжаю все лопаточкой. Теперь нам нужно будет каждый куш разрезать пополам. Коржи у меня уже остыли. Я их на ночь не оставляла. На столе буквально до полного остывания. За час они уже хорошенько остыли. И разрезаем их пополам. Видите, они пористые получаются коржи. За счет этого торт очень хорошо пропитается. И второй корж точно так же разрезаем. Начнем собирать торт. Переворачиваем корж нижней стороной вниз. И нам нужно будет пропитать сиропом. Весь вот этот стаканчик должен уйти у нас сегодня. 3-4 ложки крема. Крема у нас много, не бойтесь, крема уходит много на этот торт. И распределяем равномерно. Как я вам уже сказала, торт по вкусу очень напоминает карамельное мороженое. Самое главное, дайте ему пропитаться. Конечно, желательно всю ночь. И будет очень-очень вкусно потом. После того, как торт соберем, нужно будет его оставить на столе буквально 2 часа. А потом уже положить в холодильник. Точно таким же образом каждый корж пропитываю карамельным молочком и сверху крем. Последний корж, который у нас пойдет наверх, я переворачиваю и пропитываю с внутренней стороны сиропом. И потом мы его перевернем и оденем как крышечку сверху, чтобы ровная сторона была наверху. Торт получается большой. И оставшийся крем. Крем у нас осталось немало. Нам хватает его распределить по всему верху и по бокам. Таким образом. Пишите, мои дорогие, кто пробовал этот торт, кто готовил его, у кого есть похожий рецепт, у кого другой рецепт. Очень мне интересно читать, когда вы делитесь со мной своими рецептами. Сегодня я буду украшать его шоколадом. Шоколада понадобится очень-очень мало, буквально 30 грамм где-то. Нужно будет натереть на терочке. Но это мой вариант. А вы уже как хотите можете украсить. Можете даже так оставить, тоже получается. Очень даже хорошо. Я шоколад насыплю вот так по кругу. Бока я не буду обсыпать шоколадом, оставлю их ровненькими. И вот такой торт у нас получился. Нужно будет, конечно, ему полежать в холодильнике. И на утро мы его будем резать. Ну что, будем пробовать. Отрезаем. Он очень хорошо пропитался.
Посмотрите, какой замечательный. Видите, там даже не видно, что у нас пошло так много крема, потому что весь крем пропитался в торт, и за счет этого торт получается бесподобным вкусом, карамельным и настоящая ириска. Мягкий, тающий во рту. Ну что, мои дорогие, будем прощаться. Сегодняшний рецепт, мне кажется, очень легкий, и он получится у всех. Совсем доступные продукты, получается быстро и вкусно. Всем приятного чаепития. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, если, конечно, вам нравятся мои рецепты и мои видео. И будем дружить. Пока-пока. Всех люблю.